Хвича один из лучших на поле на клубном чемпионате мира, но ПСЖ в этот раз уступает Ботафого. Давайте разбираться, что не так с этим матчем и почему ПСЖ проиграл. Поехали! Друзья, всем привет! Из моей импровизированной студии в Алматы. Я вернулся наконец-таки. Спасибо вам большое за поддержку, за лайки, за комментарии. Огромнейший трип, 9 стран, 19 городов, больше 20 видео. Постоянно я снимал контент для вас. И это еще не все. Впереди еще несколько историй про грузинских мигрантов в Европе, еще интервью про Хвичу Кварацхелию. В общем, будет интересно, поэтому подписывайтесь, ставьте колокольчик, оставляйте комментарий, отправляйте видео друзьям. Мы будем продолжать, и вы должны это видеть. Ну а теперь к теме выпуска. Что было в утреннем матче, который здесь по Казахстану, например, в 6 утра начинался. В Тбилиси, я знаю, что еще раньше. И в нем принимал участие Хвича Кварацхелия. Он вышел в стартовом составе. Это второй тур. Хвича и ПСЖ играли против бразильского Ботафого. Но вы бы меня спросили до матча, ну и что это значит, Саша, черт возьми, какой Ботафого? Я бы вам, в принципе, ничего не сказал. Признаюсь, что мало знал об этой команде до игры. Но давайте разбирать уже, что было по ходу. Но самое главное, что, конечно же, Кварацхелия вышел в старте на традиционной для себя позиции, на левом фланге. Но обратите внимание на состав ПСЖ, вы видите, что не совсем-то он и основной. Я тоже пытался разгадать, по какой причине. Например, Маркиньос и Фабиан Руис, их не было в стартовом составе. Дембеле вообще не было в заявке на этот матч. Но я думаю, что, наверное, его Энрике бережет к матчам плей-офф. Мы помним, что у него была небольшая травма, и если на матч Лиги Чемпионов он вышел на финал, то, наверное, сейчас лучше поберечь, чтобы он команде хотя бы в плей-офф помог. А сомнений, что команда Энрике туда пробьется, как будто бы и нет, даже несмотря на это поражение. Но давайте обо всем по порядку. Вот сейчас состав на ваших экранах. Вы видите, что нет Маркиньоса, вместо него Беральдо играет в центре обороны, нет Фабиана Руиса, нет Мендеша. Ну, в общем, есть такие позиции, которые, ну, наверное, можно было бы усилить, да. Я не хочу говорить, что запасные игроки на поле, но не основные, я думаю, это смело можно сказать. Есть Дезире Дуэ, есть Хакими, вне всяких сомнений, и Витинья, волшебник Витинья, которому уже многие хотят вручать золотой мяч прямо сейчас. Вот в таком составе выходит Пари Сен-Жермен на эту игру. И я думаю, что это очень важно проговорить в начале, потому что вот этот состав, я думаю, что это одна из причин итогового результата Пари Сен-Жермен, и сейчас мы об этом поговорим. Давайте посмотрим на Ботафого. Здесь я не хочу говорить про фамилии, просто посмотрите их расстановку 4-5-1, и Луис Энрике после матча сказал, что вот этот низкий блок, в который играл Ботафого, он в итоге себя оправдал. Это был один из самых сложных матчей для Пари Сен-Жермен в этом году, и создать получилось действительно мало. Там, да, мы можем говорить про владение мячом, про количество ударов, но по факту прямо вот голевых стопроцентных моментов действительно было не так много. И знаете, сейчас пошли разговоры, что вот Пари Сен-Жермен устал, там, или Лигу Чемпионов выиграли, зачем этот Кубок мира. Нет, это все неправда. Вот вы, если матч не смотрели, не надо вот это говорить, статистику, цифры посмотрели, что вы эксперт. Я вот из последних сил, вернувшись в Казахстан как раз в 5 утра, сел все-таки, попытался посмотреть. На первый тайм меня хватило, на второй нет. И вот что я видел в первом тайме. Ну, давайте сейчас мы по эпизодам еще пройдемся. Ну, ПСЖ очень хотел победить. Были очень высокие скорости. В отличие от первой игры, этот матч начался в 18:00 по местному времени, по времени Лос-Анджелеса. И, наверное, игрокам уже чуть полегче игралось. Хотя, знаете, стадион такой открытый, солнце там палит вовсю, но скорости были. Бразильцы боролись. Порой играли они грубо. Там было много фолов на Кварацхелия. Несколько раз его сбивали чуть ли не в штрафной, но не в штрафной. Все-таки это было на границе, поэтому ставили штрафные. Хвича там жаловался арбитру, что, мол, реф мог бы и пенальти поставить, но нет. Ну, давайте посмотрим по порядку. 2-я минута, вот здесь мяч получает Хвича, и как будто бы есть у него варианты развития атаки. Можно покатить на забегающего Витинью, как будто бы он хорошо открывается, в центре есть варианты, но решает он сам пробить, и кто-то может сказать, что пожадничал Кварацхелия в этом эпизоде. Но давайте посмотрим повтор. Посмотрите, игрок, защитник Ботафого, он читал возможную передачу на Витинью и уже выставлял ногу. Вот здесь, на этом скриншоте, отлично видно. Так что, наверное, все-таки правильно
правильно принял решение Хвича Кварацхелия, ударил, но там вратарь был на месте. Ну, наверное, здесь не стоит как-то винить в этом эпизоде Хвичу, что он не смог забить. Идем дальше. 6-я минута. Вы знаете, что интересно? Опять игра идет через левый фланг, и вот я не знаю, то ли то, что не было рядом таких партнеров, как Дембеле, Баркаля, Фабиан Руис, то ли еще какие-то причины, но Хвича вот в данных моментах берет игру на себя. И вот здесь очень похожая ситуация, опять можно покатить, но здесь уже двое рядом. В итоге он идет сам, уже бьет в другой угол и здесь не попадает. Ну, наверное, вот его любимый удар, уход слева вправо и потом попытка закрутить в дальний угол. Вот он был в первом эпизоде, здесь он уже бил в другой угол от вратаря. Ну и удар получился не таким удачным. Интересно, что спустя минуту последовал ответ Ботафого. Ну такой, конечно, ответ не супер острый, но до удара дело дошло. И пусть Доннарума из-за штрафной удара, Доннарума спокойно с ним справился. Но мы увидим в следующем эпизоде, который станет голевым, что не всегда удар за штрафной дальний такой, может быть, легкой добычей. Всякое бывает. И давайте вот как раз к этому эпизоду мы перейдем. Здесь, смотрите, такая высокая передача. Грешит с обработкой игрок Ботафого. Мяч он теряет. Хвича первый на мяче. Но, посмотрите, вступает в борьбу 7-й номер бразильской команды Артур. И в итоге он у Хвичи мяч забирает. Но здесь плотная опека. Витинья включается. Опять мяч Париж сохраняет. И смотрите, что делает Маюлу. Вроде бы мяч контролю ПСЖ. Можно двинуть атаку. Но он какой-то вот такой слишком сложный технический элемент пытается выполнить, и мяч идет не туда, куда нужно. В итоге оказывается опять у Ботафого. Потом посмотрите, буквально несколько передач. Ну, здесь такой был, может быть, небольшой провал у игроков ПСЖ, но опять же, посмотрите, здесь Беральдо и Пачо вполне могли эту атаку нейтрализовать. Беральдо, на мой взгляд, не самую удачную позицию здесь выбрал. В итоге нападающий Жезуш убежал от двоих футболистов. Опять же, пробил из-за штрафной, далеко, не суперски он пробил, но рикошет, посмотрите, в ногу попал он Пачо. И мяч вот так вот предательски покатился в угол. Доннарума только наблюдал за ним. Он уже как вкопанный стоял и ничего сделать не мог. Так счет был открыт 1-0. Ну, тем не менее, по первому тайму Витинья и Хвича были лучшими в составе Пари Сен-Жермен. И, наверное, они были теми игроками, кто вообще солировал на поле. Но, тем не менее, счет был таким. Смотрите, что происходит в начале второго тайма. Вообще, я забыл сказать про первый тайм. Смотрите, как игра начиналась. Интересная наработка Луиса Энрике и Пари Сен-Жермен. Признаюсь честно, ни у кого больше такого не видел. Мяч у Пари Сен-Жермен, но они просто выбивают его в аут на чужую половину поля. И потом все бегут, занимают позиции для прессинга. И то, что вот эти моменты на первых минутах первого тайма были у Хвичи, это в том числе результат такого прессинга. И во втором тайме, когда мяч уже у Ботафого, посмотрите, я не раз, я еще на финале видел, когда своими глазами это наблюдал, когда просто на линии штрафной, вот, да, футболисты соперника не могут быть ближе линии штрафной во время розыгрыша. И вот на линии штрафной буквально как на 100-метровке вот стоят легкоатлеты, вот так вот наклонив корпус вперед. И вот футболисты ПСЖ настолько готовятся к прессингу, что как только первое касание футболисты соперника делают, просто они массово влетают в штрафную. И вот здесь было то же самое. Видите, и в начале второго тайма, но здесь, скажем, на старте тайма не получилось запрессинговать. Давайте посмотрим момент у Ботафого, 48-я минута, здесь прорыв по флангу, но опять издали Телеш бьет, здесь рикошета нет, и Доннарума в порядке мяч забирает. 51-я минута, штрафной, там Витинья навешивает, и Гонсало Рамош, который как будто бы претендует на игру в основном составе, но в решающий момент, вот когда сейчас надо забивать, он опять бьет тупо во вратаря. Ну, в общем, не самый удачный эпизод. Потом давайте посмотрим на еще одну атаку Ботафого. Буквально через 2 минуты Саварина здесь оказывается в центре штрафной. Беральдо его упускает. Удар головой не самый удачный, но был один игрок Ботафого. Если бы более удачно пробил, мог и счет 2-0 вполне стать. Ну и потом Луис Энрике понимает, что дело пахнет жареным и начинает массовые замены. Я вот сказал, что Маркинес и Руис, у них были желтые карточки, но, возможно, выпускать при счете 0-1 Маркинес особо не было смысла, поэтому Беральдо на поле все-таки остается. Но появляются Мендеш, Руис, Баркаля
и Невиш. Усиление, безусловно, 4, можно сказать, основных футболиста. Ну, Баркаля, он как бы, так знаете, посередине, может быть, между основой. Ну, он такой игрок основной обоймы совершенно точно. Но, несмотря на все вот эти замены, давайте посмотрим, что еще у нас было. Париж так и не смог забить. 79-я минута. Передача здесь, ну, вернее, удар по воротам, как раз-таки его наносит Беральда из-за пределов штрафной. Никто, наверное, не ожидал этого удара, потому что, смотрите, там и Хвича был в офсайде, и Хакими был в офсайде. И вот в Хвичу мяч попадает, отскакивает к Баркаля, тут технично его переправляет в ворота, но, конечно же, офсайд, видите, совершенно очевидно, поэтому гол не засчитан. Ну и концовка матча, посмотрите, 90+2, штрафной в исполнении Хвича Кварацхелия, неплохо пробил, но чуть-чуть не хватило, не попал, мяч проходит мимо ворот. 90+4 уже момент у Витини опять выше ворот. И 7-я добавленная минута в лучших традициях матча Грузия-Франция на молодежном Евро. Привет, Реф, если ты меня смотришь. Здесь момент у Хвича Кварацхелия, ему скидывает Баркаля. Кстати, отметим, что Баркаля не пожадничал в этом эпизоде, увидел Хвичу. Хвича бьет в касание, уже последние минуты. И, ну, наверное, тоже делает все правильно, потому что сразу после этого здесь блокировка удара, звучит финальный свисток. Париж проигрывает 0-1. Но не делаем из этого никакой трагедии, вся борьба впереди, заключительный матч с Сиэтлом, и в случае победы в этой игре все будет хорошо у Парижа и у Хвича. Но немного обидно, потому что столько моментов было, столько мог Хвича забивать, и тем не менее, давайте посмотрим статистику. Он был одним из лучших на поле, если верить SofaScore, то второе место у него после Витини, оценка 7,8. Если смотреть на тепловые карты, то, в общем-то, левый фланг традиционно здесь он доминировал. Вообще, знаете, когда в составе нет Дембеле, когда играет Рамош, то вот этого движения, вот этой вариативности мы не видим. Вообще Хвича вот в принципе на этом турнире все слева до слева играет. Не знаю, есть ли такая установка, или вот не хватает какой-то химии игрокам, или просто Рамош менее такой универсальный игрок. Я жду возвращения Дембеле, и ужасно интересно будет посмотреть, увидим ли мы вновь эти перемещения. Я бы вообще, честно, Баркаля поставил в старт вместо Рамоша. Рамош себя прямо дискредитировал по итогам этих матчей, опять же, на мой взгляд. Давайте посмотрим статистику еще Хвича Кварацхелия. Что интересного, успешные попытки дриблинга, 5 ударов, 1 створ, 2 удара мимо и 2 заблокированных удара. Очень много пытался он обострять, но защита Ботафого очень хорошо себя проявила, о чем сказал и Энрике. Я уже упомянул эту цитату. 73 касания, что неплохо, в принципе, 47 передач, 40 из них точных. Ну и, наверное, стоит еще выделить, что 3 фола заработано. И повторюсь, что в принципе 1 или даже 2 из этих фолов могли закончиться пенальти, но там вот буквально сантиметры отделяли футболистов Ботафого от роковой ошибки. Я думаю, что с пенальти уж ПСЖ бы свой гол забил. И вообще хочется, чтобы наконец Хвича доверили ударить пенальти, потому что, ну, тот же Витинья, Баркаля, Дембеле, ну, не думаю, что они лучше Кварацхелия исполняют. Надеюсь, что на этом турнире мы еще увидим. Ну и в заключение вот такой вот обзор. Скажу, что мы ждем с нетерпением 3-го тура, потому что Интер Майами обыграл Порту, волевая победа, гол Лео Месси со штрафного в 9-ку, прекрасно. И теперь мы все еще сохраняем шансы, что Интер Майами и ПСЖ встретятся в рамках плей-офф. Но здесь нужно либо, чтобы ПСЖ занял первое место, а в своей группе, а Майами второе, либо наоборот. Если обе команды займут одинаковые места в своих группах, то, к сожалению, этого матча мы не увидим. Пишите, хотите ли вы такой встречи, Месси против Кварацхелия. Мне кажется, это было бы потрясающе. Вы наверняка видели интервью, где Хвича говорил, что у него любимый футболист Роналду, но Месси он тоже восхищается. Может быть, очередная победа будет ПСЖ, и там забьет Кварацхелия, а после игры мы увидим фотографии Хвича с футболкой Месси. Ну, знаете, самое главное без травм, самое главное, чтобы этот турнир продолжался. Мы ждем следующего матча против Seattle Sounders, команда из Канады. Я думаю, что по зубам ПСЖ, и ПСЖ вообще должен громить соперника, у которого пока 0 очков, 2 поражения. И в случае победы ПСЖ, конечно, никаких проблем с выходом из группы не испытает, несмотря на то, что, например, есть расклад, при котором у 3 команд будет по 6 очков, выходят всего 2 команды, но у ПСЖ сейчас прекрасная разница мячей, 4-1, ну, даже победы 1-0, я думаю, вполне хватит. А вот у Атлетико, конечно, большие проблемы, им надо забивать как можно больше.
Друзья, вот такой обзор. Пишите ваше мнение о прошедшей игре. Извините, что поздно, приходил в себя после этой поездки. Ну а вы, если хотите поддержать канал, в описании к этому видео и в закрепленном комментарии есть информация о том, как задонатить. Пожалуйста, проходите. И мы ждем 20 тысяч на канале. Если вы еще не подписались, ну обязательно подписывайтесь. Много просмотров, мало подписчиков. Ну как это так? До новых встреч и нах вам дис.